Привет! Сейчас покажу, каким образом с биржи Phemex вывести деньги на карту. Я убираю Phemex, нажимаю в правом нижнем углу кошелек. Мне нужно вывести USDT. Соответственно, в кошельке я нажимаю USDT. Далее в нижнем правом углу нажимаю кнопочку «Вывод». Здесь есть возможность выбрать сети, в которых я буду отправлять. Самые выгодные сети это TRC20 и BEP20. Я выберу BEP20 BSK. Также здесь необходимо будет ввести адрес, на который я хочу отправить для того, чтобы получить деньги кэшем на карту. Здесь укажу сумму. Перед этим, как это все сделаю, я отправляюсь в обменник BestChange. Ссылка будет в описании под этим видео для того, чтобы ты не попал на пиратский сайт, а попал на оригинальный. Далее я вот это все дело расширяю. Двумя пальцами смотрю, что я могу сделать с этой таблицей. Здесь в этой таблице указано слева это то, что я хочу отдать, и то, что хочу получить. В моем случае я хочу деньги получить на карту МИР. То есть выбираю Справа выбираю карту МИР, это то, что я хочу получить. И слева выбираю то, что я собираюсь отдать. Как мы уже с тобой говорили, что я выбираю более экономную сеть BEP20. Соответственно, вот здесь вот, где написано ETHR, то есть это как раз и является тезером. USDT вот здесь подписано BEP20. Я выбираю USDT BEP20. Выскакивает полный список обменников, который мы соответственно проверяем. Смотрим, сколько здесь отзывов. Так, ну вот самый первый, более выгодный получается. Минимальная, которую я могу отправить здесь, от 160 USDT. Это не совсем сейчас подходит, поэтому я выбираю более оптимальный для меня обменник. Это вот обменку вот он. Здесь можно от 80 USDT отправить, и достаточно много отзывов о этом обменнике. Поэтому я нажимаю обменку. На сайте есть предупреждение, что сервис работает круглосуточно в штатном режиме. Также предупреждается, что операция производится оператором в ручном режиме, занимает около 5 до 60 минут времени. Так, я собираюсь, значит, отдать. Здесь то же самое получишь, отдать. Собираюсь отправить, допустим, 49 или 140. Так, в окошке я указываю, отдаю 140, там, $1. И в итоге на карту МИР получается 8700 в итоге должно прийти. Здесь нужно, получается, указать карту, фамилия, телеграм, если есть, да, email и телефон. Email и телефон обязательно, телеграм не обязательно. Также решить маленькую задачку, показать, что ты не робот. Также можно поставить галочку «Не запоминать данные», чтобы они сразу стерлись после того, как ты повзаимодействовал с обменником. Брат, а 6 умножить на 6 сколько будет? 36, да? Спасибо. Так, выше, значит, все это дело заполнил, решил задачку и нажимаю кнопку «Обменять». Также очень удобно, что необходимо убедиться, предупреждение выскакивает, что вы отправляете USDT с кошелька на BEP20. Я нажимаю «Ок», потому что если, к примеру, есть сеть BSK BEP20, есть также сеть BSK BEP2. Если вдруг, допустим, допустишь такую ошибку, что отправишь с BEP2 на BEP20, ты можешь просто потерять все средства, которые ты будешь отправлять. Поэтому рекомендую изначально минимальными суммами тестировать, а потом уже выходить на более крупные суммы. Но все равно даже в будущем продолжать тестировать, потому что в человеке заложена невнимательность. Так, далее, значит, все это список готов, все это, значит, можно проверить, кто что кому отправляет. Далее просто согласиться с правилами, спускаюсь вниз, нажимаю кнопочку «Создать заявку», идет обработка, спускаюсь еще вниз и получен USDT адрес BEP20, на который необходимо отправить сумму. Я копирую этот адрес. Единственное, на самом сайте этот адрес не помещается в телефонную строку, поэтому этот вопрос всегда можно уточнить вот здесь у консультанта. Я скопировал адрес, перехожу на Phemex, открываю кошелек, перехожу на USDT, нажимаю кнопочку «Вывод», выбираю BEP20. Здесь необходимо также добавить, скорее всего, нужно будет добавить новый адрес. Здесь, получается, где написано адрес для вывода, я внизу вот здесь нажимаю вот квадратик с такой вот капелькой, да, вниз. Я ее нажимаю, и здесь высвечивается кнопка «Добавить новый адрес». Можно написать примечание к адресу, что это обменник. Далее просто вставляем этот адрес в поле. Нажимаю кнопку «Подтвердить».
Также здесь срабатывает защита, если ты вдруг установил эту защиту. Когда в момент срабатывает защита, у меня получается в телефоне эта функция не совсем удобна, меня сразу начинает выкидывать. Поэтому я решил, у меня другого выхода нет, и я как бы сейчас добавлю просто на компьютере тот необходимый адрес, который нужно добавить. Я, значит, нажимаю на кнопочку, навожу на кнопочку «Активы», открываю спотовый кошелек, нажимаю кнопочку «Вижу USDT», нажимаю кнопочку «Вывод» в строке USDT. Далее здесь выбираю BEP20. Далее здесь необходимо выбрать, получается, адрес и также снова добавить адрес. Здесь я зашел, куда можно добавить адрес, где можно обменник какой-то уже удалить, допустим, он уже не актуален для меня. Нажимаю кнопочку «Добавить адрес вывода», выбираю BEP20 BEP, сюда, значит, вставляю тот самый скопированный адрес с обменника. Здесь опять делаю для себя пометку, что это обменник. Только английскими буквами, получается, комментарий можно оставить. Я нажимаю кнопочку «Подтвердить». Единственное, сейчас вот момент какой упустил, что здесь выбрана BTK, а нужно выбрать сеть USDT. Снова выбираю сеть BEP20. Все, BEP20 выбрано, USDT выбрано, адрес кошелька выбран, комментарий к адресу выбран. Все. Вот так должно все выглядеть, все заполнено, и нажимаю кнопочку «Подтвердить». Здесь необходимо пройти аутентификацию безопасности. Обменник, получается, добавлен. Теперь я попробую проделать это все, продолжая на телефоне. На случай, если не запросит, выбираю снова кошелек USDT. Так, отправить. Так, нажимаю кнопочку «Вывод», нажимаю BEP20, выбираю адрес, он по умолчанию выбирается именно тот, который мне нужен сейчас. Выбираю сумму, далее нажимаю кнопочку «Вывод». Опять, получается, нужно пройти эту Google аутентификацию, но, как ты знаешь, что у меня с телефона я только выхожу, и сразу все выкидывает меня. Но мы сейчас еще раз попробуем. 150, 320, 150, 320. Если по-быстрому, то в принципе очень даже получается. Также стоит безопасность, что нужно в письме. На Google почту пришло письмо, в котором необходимо подтвердить, что действительно, да, я собираюсь перевести. Также маленький диалог тут запилил, потому что весь адрес у меня не видно. Я копирую, вижу одни цифры, а полностью на телефоне как бы тот адрес не вижу, но копировать получается. Поэтому я решил лучше как бы проверить. Она говорит: да, адрес верный, я пишу «благодарю». И по любым вопросам, в которых ты сомневаешься или происходят какие-то непонятные ситуации, то обязательно спрашивай, потому что в принципе у каждого здесь, вот, на этом конкретном сайте, есть у каждого обменника техническая поддержка, у которых можно сразу спросить информацию по сайту и обмену. Далее я захожу на свою почту и нахожу письмо, в котором указано, что нужно подтвердить вывод, чтобы перевести денежные средства на такой-то адрес. Я нажимаю кнопочку «Подтвердить» прямо в письме. Нажимаю кнопочку «Открыть только сейчас». В Chrome перекидывает меня на биржу Phemex, в которой вывод средств был подтвержден. Операция произошла успешно, потому что на бирже уже, в принципе, меня обнулили. То, что говорят, пользоваться этими денежными средствами ты уже не можешь, так как эта транзакция уже направилась на выполнение поставленной задачи. Далее что остается? Нажать кнопочку «Я оплатил заявку». Я нажимаю «Ок», да, я уверен, что я оплатил заявку. Меня сразу выкидывает на error, на какую-то ошибку. Непонятно почему. Я возвращаюсь, значит, назад. И пробую еще раз. Я оплатил заявку, я подтверждаю. Error. Сейчас я уточню вот этот вопрос у поддержки, почему меня выкидывает, когда я нажимаю «Оплатил заявку», меня выкидывает на эту страницу. По всем, в принципе, глупым вопросам можно задавать вопросы. Написал, что нажал как бы на такую кнопку, и меня, получается, выбросило на какую-то вот непонятную страницу с ошибкой. И спросил, что действительно так должно быть. Это же как-то непорядок особо. Все, значит, смс-ка пришла, счет, в принципе, пополнен. Карта Халвасов банк, карта МИР, получается, она, в принципе, все пополнилась. Оставь комментарий, лайк или дизлайк. За то и другое благодарю, за любой комментарий, за любую точку. До новых встреч.